Всем привет! Вы на канале Azrael Code, меня зовут Денис, и сегодня мы продолжаем говорить про PineScript. Неделя PineScript на канале продолжается, и в сегодняшнем видео мы научимся рисовать линии, прямые, кривые, длинные, короткие, с помощью метода new из namespace line. Поскакали! В этом простом примере очевидно, как все происходит. Мы используем метод new из namespace line и создаем линию, которой указываем координаты. Описание этого метода можно увидеть, зажав кнопку Ctrl и нажав мышкой левой кнопкой двойной щелчок, и мы увидим описание функции метода new из namespace line. Здесь мы видим, что у нас есть координаты. Соответственно, линия у нас строится по двум точкам x1, y1, x2 и y2. Также есть целый ряд параметров. Но в целом для рисования линии достаточно указать просто координаты, ее толщина, стиль, цвет и все остальное будут использованы по умолчанию. По умолчанию в данный момент это синий цвет и линия толщиной в 1 пиксель. Я сделал этот тестовый индикатор в отдельном подокошке под графиком. И по факту получается, что мы рисуем линию, указывая им в качестве координатов текущий индекс текущего бара, поэтому у нас линия получается вертикальной, потому что x координат у нас первой точки и второй точки не меняется, остается прежним. И мы рисуем линию от минимальной цены, вернее, от максимальной цены до минимальной. То есть сверху вниз у нас получается линия нарисована. Если вы внимательно посмотрели на код, то обратили внимание, что баров-то много, а нарисовали линий мало. Почему так? Потому что в функции аннотации индикатор моего примера использован такой аргумент max lines count. Это максимальное количество линий, которое может отображаться на графике. Если вообще этот аргумент не использовать и попробовать скомпилировать наш скрипт без него, то линий станет еще меньше. Почему так? Потому что по умолчанию настройка max lines count, она равна 50. Соответственно, у вас на графике может отображаться 50 последних линий. Это касается не только линий, подобные аргументы есть и у других элементов рисования на графике, но линий по умолчанию 50. Если мы хотим увеличить количество линий, отображаемых на экране, нарисованных нашим индикатором, то нужно задать такой параметр и присвоить ему значение. Максимальное значение, которое будет отображаться, 500. Мы можем здесь написать 2000, но все равно отображаться будет 500. Вернее, сейчас это даже выкидывает ошибку. Видите, то есть максимум мы можем отображать 500 линий на графике. Получается, в ином случае у нас будет ошибка. Вот, поэтому здесь я пишу 200, и в целом этого количества обычно достаточно на самом деле. При этом отображаются последние линии, которые мы нарисовали на графике. Последние. В качестве аргументов для указания координат точек линии мы можем указывать для x координаты, можем указывать индекс бара, откуда мы строим нашу линию. Если мы используем индекс бара, то у нас есть серия бар индекс. Здесь мы можем указывать смещение. Допустим, мы укажем 4 смещения. И тогда у нас получатся вот такие косые линии. То есть получается, мы берем начальную точку за максимальную цену 4 бара назад и ведем ее к текущему бару, к минимальной цене текущего бара. В прошлом видео, если вы его смотрели, если не смотрели, посмотрите, вот здесь вот где-то сверху будет, вверху, наверное, всплывашка, и ссылка будет в описании. Я рассказывал принцип работы индикаторов, и почему, и что такое бар-индекс, и как у нас все происходит. Но суть такая, что кроме индекса бара в качестве аргументов для координат по оси x, мы можем также передавать время, производное время можем указывать, или можем использовать серию time, также используя смещение. Но тогда нужно в качестве аргумента xLots, xLocation для метода new передать вот такую константу. Какие константы есть, вы можете посмотреть, поставив точку и нажав Ctrl пробел. И в этом случае вы увидите доступные константы в этом namespace. Выбираем time, и тогда мы можем передавать в качестве аргументов по оси x время наших баров. Вот, смещая их. Но мы могли бы здесь передавать и время от фонаря, или время, допустим, с каких-то других бумаг или еще чего. По оси Y все гораздо проще. Мы можем передавать любое float значение. Это может быть цены, могут быть объемы, все что угодно. Можем тут написать 10, тут можем написать 20, и что-нибудь у нас получится, наверное.
Ну, вот такая вот ерунда получилась. Но передавать здесь можем что угодно. Это полезно, когда мы рисуем, допустим, индикаторы, связанные не с данными инструмента, а, допустим, какие-то производные, математические вычисления, там, функции технического анализа, ну и тому подобное. То есть сюда можем передать все, что угодно. Иногда нам нужно нарисовать всего лишь одну линию, уровень поддержки, сопротивления или тренд какой-нибудь. Мы могли бы использовать использовать аргумент max_lines_count и указать здесь единичку и ожидать, что у нас нарисуется всего лишь одна линия. Но, как видите, я не знаю почему, но вот так однозначно это не работает. То есть, казалось бы, мы можем указать 2, и у нас нарисуются 2 линии. И это действительно так. Мы могли бы указать 3, и тут нарисуются 3 линии. Забыл. Но это не так. Почему так происходит здесь, я не знаю. Но мы должны использовать какой-то другой способ для того, чтобы ограничить вывод нашего индикатора, допустим, одной линии. И способ такой, безусловно, есть. Во-первых, когда мы используем метод new, этот метод new у нас возвращает значение, которое является линией типом серии. То есть мы можем присвоить значение, которое мы получили в результате выполнения метода new. Вот. Но для наших целей это ничего не даст. Для того, чтобы мы могли что-то сделать, мы должны использовать метод, не метод, а зарезервированное ключевое слово var, модификатор, который делает так, что переменные, которые мы создаем, инициализируются только один раз. То есть, указав операнд var, вы помните, да, что наш скрипт выполняется каждый бар, и каждый бар у нас, если мы не используем операнд var, L у нас будет создаваться вновь. А использовать операнд var, оно у нас будет создано один раз, где-то там в начале баров, когда бар был равен, бар индекс равен нулю, и эта переменная у нас никогда на графике при работе индикатора меняться не будет. Что это нам даст? Видите, мы не видим здесь нашей линии, она где-то, видимо, есть, но не здесь. На самом деле она создалась, но осталась вот где-то здесь. Давайте чуть-чуть переделаю код и покажу вам. Вот так чуть-чуть переписал код, чтобы стало видно эту линию, которую мы создали с помощью метода new и использованием оператора модификатора var. Вы вот эту часть всю уже знаете, то есть мы создаем линию вертикальную, потому что по оси X начальная и конечная точка линии не меняется. Вы не знаете аргумент extend. Если вкратце, то это аргумент, который продлевает нашу линию. То есть у нас есть начальная и конечная точка нашей линии, заданные координатами левее, но мы можем продлить линию, сделав из линии луч. Он может продлеваться налево, направо, то есть вперед по графику или назад, или в обе стороны. Когда я указываю extend boss константу, то луч мой рисуется и влево, и вправо по точкам. В данном случае линия вертикальная, то есть это получается вертикальная линия на всю высоту графика. Вот. Но речь была о том, почему, когда я использовал модификатор var, да, у меня линия нарисовалась, но только в начале графика, а нигде дальше она не нарисовалась, потому что благодаря оператору var я мог создать только один экземпляр линии. Да, мой скрипт, мой индикатор работал и на этом баре, и на этом баре, и на этом баре. И вот мы обращались к вот этой функции, но она была как бы заблокирована с помощью модификатора var. Поэтому она вот здесь была создана, и больше мы ее создать по новой, в новом месте, в точке координат бар индекс, который наступил, когда мы переместились в этот бар, и дальше до конца, мы уже ничего сделать не могли. Но у namespace line есть функция, вы можете здесь использовать также вот написание set, и увидите, что у нас есть возможность задать координаты с помощью функции set x1, set x2, set там, y, по-моему, тоже есть, да, set y1, set y2 и так далее. Вот, также можем использовать, задавать точки начала и конца с помощью сразу x, y. Вот, давайте посмотрим, что получается. Смотрите, я немножко изменил создание линии, сделав расширение в наш луч вправо. То есть влево мы убрали наш луч, и он у нас только вправо куда-то стремится. Вот. Дальше я использовал метод
из namespace line set xy2, то есть указание второй точки координат нашей линии, что происходит? Помните, в первом видео про индикатор я рассказывал, наш скрипт выполняется от бара к бару, слева направо. Сначала он здесь, потом здесь и так далее, и так далее. Соответственно, каждый раз, когда мой скрипт выполняется, я пытаюсь создать линию. Но не могу этого сделать, потому что у нас здесь var, но я могу выполнить метод setXY, указать координаты второй точки, передаю ему в качестве иксовой координаты индекс текущего бара, допустим, в данный момент, на этом баре, это будет этот индекс, там, не знаю, какой он, 5-й, 10-й, вот. Потом он растет, становится 11-м, 12-м и так далее. И передаю максимальную цену этого бара. То есть сначала мой луч выглядел вот так вот, и стремился куда-то туда, потом вот так вот, вот так вот, вот так вот. И постепенно мы прошли весь наш таймфрейм, весь наш инструмент и дошли вот до этого нашего последнего бара. И в нем тоже изменили координаты второй точки. И, соответственно, линия у нас осталась одна. Координаты указаны второй точки, равны текущему бар-индексу и максимальной цене текущего бара. Если бы у нас был это real-time бар, то на каждый бы тик эта линия бы смещалась там вверх-вниз в зависимости от того, как у нас изменился high, если он вообще изменился. Вот. Такой вот способ для использования, для отрисовки одной линии. Ничего удалять не приходится. Ну и последний на сегодня какой-то практический пример использования линии, и потом перейдем к стилизации. Предположим, мы хотим построить какие-то линии сопротивления и поддержки. Допустим, каждый 50-й бар мы отрисовываем эти линии сопротивления и поддержки по хаям и по низам. Вот. Ну, тут все достаточно очевидно. То есть я использую метод технического анализа highest и lowest и получаю максимальную и минимальную цену за какое-то количество баров назад от текущего таймфрейма. Делаю я это на каждом баре, но линии перерисовываю каждый 50-й бар. Не самое правильное решение, оптимальное, потому что получается, что мы линии рисуем отсюда, а вообще должны были бы отсюда рисовать. Поэтому, видите, здесь вот линии сопротивления и поддержки не нарисованы, потому что 50-й бар еще не пришел. То, что это 50-й бар, я проверяю просто делением по модулю, вот, и рисую две линии, в которую передаю максимальную цену, минимальную цену. Стартом линии считаю 50 баров назад, по текущий бар, и у нижней линии, у верхней линии это одинаково. Вот, не продляю их и задаю цвет для нижней красный, для того, чтобы показать уровень поддержки. Ну и последнее про стилизацию линий. Собственно, для стилизации мы можем использовать три аргумента при создании линии: color, style и толщина. Толщина — интовое значение. Указываем толщину в пикселях. Стилизация — это константы, которые определяются... где у нас она? Вот. То есть константы, определенные в namespace line. Line style solid, style dotted и так далее. Сейчас я покажу. Вот. И что у нас еще есть? Да, и цвет. Цвет, соответственно, мы можем задавать с помощью констант из namespace color или создавать свой цвет. Про цвета, возможно, поговорим в отдельном видео, если это нужно. Сегодня буду использовать только констант. Как это все работает? Ну, с толщиной все очевидно. Указываем толщину в пикселях. Все, можем указать. Честно, можем 50 указать, что получится. А 500? Да, то есть, видимо, неограниченная толщина может быть. Прикольно. Вот. Если хотим выбрать цвет, пишем color, выбираем namespace color, ставим точку, зажимаем Ctrl, нажимаем Enter, пробел. Ну вот, можем использовать метод color new и создать новый цвет, или же можем поискать, что тут есть из предустановленного, предопределенного, какой-нибудь вот такой. Вот, и стиль. Здесь пишем line, точка, Ctrl, пробел, пишем style. И вот тут есть какие-то у нас стили, тоже предопределенные. Нас интересует только line. H-line нам не интересует. Про H-line, возможно, поговорим в отдельном видео. Если, опять же, вам это будет интересно, напишите в комментариях. Ну, тоже это все вам, скорее всего, знакомо. Давайте попробуем вот такую штуку. Arrow right поставить. В конце у нас должна быть стрелочка. О, вот стрелочка, видите, появилась стрелочка, класс. Вот, собственно, и все. Это вся стилизация, которая доступна нам с помощью метода new. Мы можем менять стилизацию с помощью функции line.
если мы вернули значение из new в какую-то переменную, то мы можем использовать какие-то из методов set, где в том числе установить цвет, можем изменить продление, изменить стиль. Ну, давайте вот цвет, там, допустим, изменим. Передадим сюда идентификатор. Ну и какой-нибудь цвет поменяем. Пусть будет red. То есть, видите, здесь мы создали линию цвета фучсия. В комментариях обязательно напишите, как правильно я должен был это сказать. Но я скажу фучсия. В комментариях не забудьте, я буду ждать. Вот. А с помощью метода setColor мы ставим цвет красный. Вот. Ну и там на самом деле в этом namespace есть еще немало методов. Просто ставите точку, пишите set, нажимаете Ctrl-пробел, и вот у вас тут куча всяких методов, с помощью которых вы можете менять созданную ранее линию. Не обязательно это варная должна быть линия, это может быть текущая линия, и можете менять цвет, там, допустим, создавать линию в одном месте, а менять цвет в зависимости от каких-то условий. Цена упала, линия стала красной, выросла, стала зеленой, ну, сами знаете, как это бывает. Вот, это все, что я хотел поговорить сегодня про линии. Вот, какие-то вопросы, пожелания пишите в комментариях, постараюсь ответить. В конце сериала будет обобщающее какое-то видео, ответы на наши вопросы. Хотите, чтобы ваши вопросы попали в это видео, напишите ваши вопросы до того, как то видео выйдет. Вот. Ну, спасибо, что досмотрели. Лайки, дизлайки, поправляйте меня, если вы профессионал в PineScript. Повторюсь, я не профессионал в PineScript, я его только изучаю и показываю, как я это делаю. Вполне возможно, есть какие-то ошибки. Если вы знаете PineScript лучше, такое вполне возможно. Напишите в комментариях, где я ошибся, как нужно было сделать правильно. Я буду только благодарен. Поэтому смело пишите, не смущайтесь. До новых встреч!